Я подготовил простую заготовку компонента app и product function component, который содержит поле ввода текста и кнопку. Поговорим про hook useRef из библиотеки React. В предыдущем уроке про рефы в классовых компонентах мы рассмотрели, что рефы могут использоваться для доступа к React элементам. В функциональных компонентах тоже есть такая возможность. Для этого в библиотеке React есть hook useRef. Давайте сейчас я напишу участок кода и дальше посмотрим. Запустим проект. С помощью useRef в качестве первоначального значения передаем null, заносим переменную input_ref и в консоль выводим эту переменную и посмотрим, что она из себя представляет. То есть input_ref, видим, это некоторый объект. То есть hook useRef возвращает изменяемый ref объект, который содержит свойство current. Оно инициализируется аргументом, переданным в hook. Возвращаемый объект input_ref сохраняется в течение всей жизни компонента, пока мы не изменим его напрямую. В отличие от state, мы можем изменить значение current обычным присваиванием. Рассмотрим применение hooka useRef более подробно на примере. И в attribute_ref передадим сюда input_ref. В качестве аргумента в hook useRef мы передали null. Дело в том, что значение current не определено до первого рендера. Ссылка на DOM-элемент присваивается ему только в блоке return. Значение null примечательно тем, что выражение typeOf null вернет object. Если мы убираем здесь null, то тогда здесь будет undefined. И typeOf undefined вернет undefined. Но я скажу, что когда будете использовать, допустим, TypeScript, здесь надо указывать null. И не будет тогда проблем с ESLint. Так, значит, перейдем в код. В поле ввода я кликнул, появился фокус, мы что-то здесь печатаем. Сейчас я кликаю на пустую область пространства, фокус теряется. По нажатию на кнопку фокус устанавливается на инпуте. Это самый, наверное, частый кейс использования рефов, который предоставляет доступ к React элементам, и мы можем как-то с этими элементами дальше взаимодействовать, обогащать какой-то их логикой. Теперь представьте следующую задачу перед нами поставили. Это посчитать количество рендеров компонента.
Выведем в разметке количество рендеров. И нам потребуется useEffect, чтобы отслеживать изменения. Давайте посмотрим. Так, input. При вводе в поле инпута надо сохранять эти где-то изменения. Поначалу первоначальное значение у нас пустая строчка. При изменении в поле ввода будет срабатывать функция handleChange. И в setValue мы передадим значение, то, что мы вводим в поле ввода через event target value. Давайте посмотрим. И как бы у нас подсчитывается количество рендеров. Рассмотрим еще одно альтернативное использование Hukai useref. Нам потребуется еще одно состояние, в котором мы будем хранить количество очков, points. Сделаем еще одну кнопку, по нажатию на которой будут добавляться очки. Ну, сделаем простую логику. По нажатию на кнопку очки будут просто увеличиваться на единицу. В разметке будем показывать, собственно, сами очки. Так. Сделаем еще одну переменную. Я сейчас напишу код, а потом прокомментирую. Здесь мы показываем очки и будем показывать предыдущее значение стейта.
Hook useRef возвращает объект с ключом current, который остается неизменным при повторном рендеринге. Значение current можно менять присваиванием напрямую, а аргумент хука позволяет задать начальное значение. Эту особенность хука можно использовать для решения специфических задач. Например, когда нам нужно иметь доступ к предыдущим значениям state или props в компоненте, и hook useRef отлично подходит для этой задачи. В этом примере мы использовали hook useEffect, который вызывается после каждого рендера. Эта особенность позволяет записать в pref_points_ref_current значение state_points, которое соответствует предыдущему рендеру. Давайте сейчас перейдем, посмотрим, что у нас здесь в браузере. Нажимаю кнопку Endpoint. И теперь мы получаем текущее состояние points и предыдущее состояние. Также у нас идет подсчет количества рендеров. Состояние, которое мы определяем через hook useRef, сохраняются между рендерами компонента, но при этом, когда мы меняем саму референцию, мы не вызываем рендер компонента. Поэтому, если мы хотим что-то сохранить между рендерами, мы используем ref и не хотим это перерисовывать. Если мы хотим перерисовывать, то мы используем useState. Вернемся в код. Здесь давайте еще в зависимости укажем points. Все так же будет работать. То есть, что здесь происходит? У нас есть состояние points. По нажатию на на кнопку мы увеличиваем points на единицу, state меняется, происходит перерендер компонента, useEffect следит за изменением points, и он срабатывает. И в pref_points_ref мы получаем предыдущее значение state. Вот таким вот образом.